Привет, меня зовут Саша Акимов, и недавно я делал обзоры на два объектива соневских, очень похожих по своим характеристикам. Это Sony Zeiss 2470 мм f4, ну и обычный кит Sony 2870 мм f3.5, f5.6. Оба объектива появились примерно в одно время, в 2013 году, когда вышла как раз-таки и первая беззеркальная камера от Sony, полнокадровая, Альфа 7. Основная разница, бросающая сразу же в глаза, у них, конечно же, в цене, потому что один из них 2470 Sony Zeiss, он в таком металлическом корпусе, на нем есть шильдик Zeiss, ну и, естественно, у него довольно сложная оптическая схема, за счет этого и цена такая. Ну а второй сделан из дешманского пластика, у него простая оптическая схема, это такой обычный кит, который предоставляется тебе по умолчанию там к камере, когда ты купил, или вообще можно купить его на вторичке за копейки. Ну и раз уж они очень удачно оказались у меня в руках, я решил сделать их сравнение. Мне подписчик дал их, чтобы я протестировал, ну и мне стало любопытно, насколько они там технически, оптически отличаются друг от друга. Ну, конечно же, очевидно, что более дешевый будет хуже, чем который более дорогой, но я хотел все же увидеть вот степень отличия этих объективов, какой из них в чем лучше и насколько между ними велика вот разница. Ну или начало мы глянем на винитирование и дисторсию, которые есть у объективов на разных фокусных расстояниях. Здесь везде диафрагма f5.6, и я в Capture One, в котором проявляю RAW файлы, просто включал и отключал профиль объектива, чтобы посмотреть, как они себя будут вести без включенной коррекции. Самый широкий угол у Sony Zeiss это 24 мм, ну а у соневского кита 28. И понятно, что более широкий угол обзора имеет более сильное бочкообразное искажение, но у 2470 и заметно сильнее винитирование. Конечно, все это внутрикамерно исправляется, но при этом обрезается часть кадра, об этом тоже не стоит забывать. На 35 мм у 2870 абсолютно ровная картинка, даже без включенной коррекции. У 2470 на этом фокусном еще довольно широком, тем не менее появляется внезапно подушкообразная дисторсия. Зато у обоих объективов уже нет виньетки. На 50 мм оба объектива имеют подушку примерно одного уровня. На 70 мм подушка, естественно, сохраняется, но она чуть слабее у 2470. Ну а теперь давайте посмотрим на то, как объективы ведут себя при такой прямо фронтальной прямой засветке контровой и при боковой засветке. Оба объектива будут опять же использоваться с диафрагмой f5.6, и мы посмотрим, как они поведут себя в крайних положениях, на самом широком и на самом длинном углу. И тут опять же любопытно посмотреть, насколько хорошо сработает крутое мультипросветление, которое используется у Zeiss. На 24 мм у более дорогого объектива солнце создало лучики, при этом на облаке появился легкий радужный ореол, но в целом картинка не потеряла контраст. На 28 мм у дешевого кита контраст особых изменений тоже не претерпел, но солнце не создает лучей аккуратных, а какие-то разнонаправленные, разной длины, и по всему небу пошли фиолетовые разводы. 2470 на максимальном фокусном уже не спасает и божественное просветление, уродливые фиолетовые пятна, конечно же, идут, и какие-то даже тут циановые следы. На 2870 в телеположении ситуация еще страшнее, все небо в бликах, разводах и пятнах. Ну и глянем, как же объективы ведут себя, когда солнце будет светить ровно в край кадра. 2470 не теряет контраст, только в самом вот месте засветки немножко, и ловит мелкий яркий блик, который можно исправить при желании на постобработке. 2870 же заметно теряет контраст, и блики разрозненные и крупные получаются. Их будет бесполезно пытаться убрать на посте. Что ж, действительно, элитное просветление достаточно сильно влияет на качество картинки при таких экстремальных засветках. Но я тут не остановился и постарался по-всякому крутясь создать самые некрасивые засветки, какие смогу. Так что, как видите, и на 2470, если очень постараться, можно сотворить мусорный кадр. Но 2870 способен сгенерировать еще более устрашающий кал. В любом случае, оба объектива я рекомендовал бы использовать с блендой во избежание каких-то случайных непонятных засветок, ну, чтобы просто хотя бы себя обезопасить от потери контраста или появления внезапных бликов. Конечно, современные нанотехнологии там творят чудеса, и просветление все круче и круче с каждым годом. Но все равно абсолютно полностью от бликов избавиться технически невозможно пока что. Теперь давайте быстро взглянем на макровозможности объективов.
опять же, в их крайних положениях фокусных расстояний. У объективов переменная светосила, но она, в общем-то, невелика у обоих. И оба объектива имеют диафрагму из 7 скругленных лепестков. На 70 мм они сфокусировались с одинакового расстояния. Sony Zeiss показывает чуть больший микроконтраст, и у него слегка мягче размытие заднего плана за счет более открытой диафрагмы до f4. 2870 же в целом неплох, но зона нерезкости выглядит рваной и плохо растушеванной. А вот на широком углу ситуация меняется. У 2470 более дальняя минимальная дистанция фокусировки, поэтому на 24 мм не выходит особо близко подобраться к цветку. Зато 2870 на 28 мм также близко сфокусировался, как и ранее. Так что тут, на мой взгляд, все же более дешевый объектив показал себя как минимум более универсальным. Ну а теперь сравним резкость и хроматические аберрации при помощи моих любимых LEP на районе. Снимки сделаны будут с одного и того же ракурса, просто с разными фокусными расстояниями, постепенно приближаясь. Диафрагма будет f5 и 6. Ну и коррекция объектива, конечно же, будет выключена, чтобы увидеть всю хромоту, которая присутствует в кадрах. 2870 на 28 мм в центре вполне неплох, но края чуть мыльноваты. Наблюдается какое-то двоение прямых линий, будто картинка с 3D-эффектом, но ты без специальных очков при этом. Ярко выражена циановая кайма слева, а справа внезапно не пурпурные аберрации, а какие-то оранжевые. Такой оранжевый фриджинг не часто, кстати, увидишь. 2470 на тех же 28 мм в центре ощутимо резче, но тут хоть углы тоже в плане резкости хороши, также есть циановая каемка. Ну, а пурпурные аберрации вид портят даже похлеще тех рыжих, что мы видели у дешевого стекла. На 35 мм у 2870 резкость в центре уже догоняет своего дорогого конкурента, они прям практически неотличимы по качеству, да и края у них тоже ничем особо не отличаются. На 35 мм буквально разницы не увидишь. На фокусном 50 мм, центр у 2870 офигенно резкий, но края, да, чуть помягче. Незначительно все еще сохраняются не слишком существенные аберрации. У 2470 центр неотличим по резкости, а вот края гораздо лучше и чище. На максимальном фокусном 2870 показывает тоже хорошую картинку, центр и края чистые. Край, опять же, заметно хуже, но там тоже не в 100 раз. По центру вообще все отлично. На 70 мм 2470 прекрасен, и центр, и края кадра резкие, чистые и красивые. Ну и теперь уже можно абсолютно не голословно после моих изысканий сказать, что объектив 2470 имеет гораздо лучшую картинку, чем объектив 2870. Это было очевидно, как я в самом начале ролика озвучил, но мне просто было по-настоящему интересно посмотреть, какая будет у них вот оптическая разница, какой из них как поведет себя в разных условиях съемки, таких, в которые вы вряд ли его вообще какой-либо поставите в обычной жизни. И, честно говоря, дешевый кит от Sony, он оказался не сильно плох, неожиданно для меня, как я уже говорил в обзоре на него, который вот полноценный есть на канале, для той цены, которую за него просят, он выдает отличный перформанс, а он, в общем-то, тебе предоставляется по сути бесплатно вместе с тушкой, когда ты покупаешь себе какую-либо Соньку, или на вторичке его можно купить буквально за копейки. Ну и опять же, как я говорил в полноценном обзоре на объектив 2470 Sony Zeiss, он, пожалуй, не стоит своих денег. Он, конечно, классный, у него отличный микроконтраст, хорошая резкость, но примерно за те же деньги можно купить себе более светосильный объектив, который даст тебе большую гибкость при использовании от стороннего производителя. Samyang, Tamron, Sigma, любой из них, в принципе, окажется интереснее. Ну, вы картинки посмотрели, выводы, в общем, делайте сами. Чтобы не пропустить новые ролики, обязательно подпишитесь. И, конечно же, если вам ролик понравился, поставьте лайк. Спасибо, что меня смотрите, и пока.